А вот еще один. Прямо в шахту. Рыбалка с Юрием Петрашем. Ilu cudzoziemców jest zainteresowanych pracą w powiecie rzeszowskim, to sięgnijmy, wróćmy trochę do początku i odpowiedzmy sobie na pytanie, skąd Nissan Auto aus Wegener. 7-mal Immoton Berlin. Die schönste Musik am Morgen.
Итак, друзья, сегодня нас ждет береговая рыбалка. Мы находимся в непривычном для меня месте. Здесь я первый раз. То есть это не та рыбалка, на которой я когда-то был, о которой я что-то знаю. Я первый раз нахожусь в этом городе, первый раз нахожусь на этом водоеме. Это удивительный город. Это, как может быть вы уже успели заметить, это город тюльпанов, город каналов, город велосипедов. Друзья, сегодня у нас будет рыбалка в Амстердаме. Здесь, купив лицензию, можно рыбачить практически везде. В центре города, говорят, есть рыба. Скажу честно, мне не удавалось, не было времени выяснять, какая рыба, где именно она клюет. Ну вот по обрывкам информации я знаю, что здесь водоем, он чем-то приближен к нашему. То есть, скорее всего, здесь есть окунь, возможно, есть судачок. Сейчас мы будем делать наши первые забросы, и тем самым будем ждать первую поклевку нашей амстердамской рыбы. В этом городе в этом году проходит прекрасная европейская рыболовная выставка Евтекс 2018. И я, конечно же, решил не упустить свою возможность и перед выставкой половить рыбу, для того, чтобы честно, с открытой душой рассказать, что здесь тоже на нашей приманке клюет. Конечно же, первая приманка, на которую мне хочется поймать, это ларва, приманка, которая покорила уже рыболовов с многих точек земного шара. Ну и хотелось бы здесь тоже на нее поймать рыбу. Удочку я взял в данном случае с тестом 2.12, тоненький шнурок, поставил 10 грамм, ларву 2,5 дюйма. И сейчас я проверю, можно ли здесь на нее что-то поймать. Участок реки я выбрал вблизи железнодорожного вокзала. Обычно вот те места, где очень много людей, как правило, есть много пищи для рыбы. Ну и в таких местах, как правило, бывает самое большое скопление рыбы. Я не знаю, какая здесь глубина, не знаю, есть течение или нет, поэтому первым грузиком, который я выбрал, это груз 10 грамм, такой, скажем, универсальный поисковый вес. И сейчас я буду продвигаться по пирсу и пробовать кого-то поймать. А вот и первая поклевочка прямо у ног. И это у нас судачок. Это маленький судачок, но это наша первая рыба. Это наша первая рыба. Она поймана с первого заброса. Вот. Вот наша приманка. Теперь будем проверять теорию поимки рыбы с первого заброса. Судачка, конечно же, мы отпускаем. Ничем от нашего не отличается, вот ничем. Поимка первой рыбы как бы обнадеживает, потому что рыба себя показала, рыба здесь есть, значит, ее не нужно искать где-то далеко. Я этому рад в первую очередь. Почему? Потому что вот на незнакомом водоеме, как на любом другом, рыба может держаться как в первом месте, где вы находитесь, так и там в нескольких километрах от вас. Вот у меня есть подобный опыт. В начале этого года я был на рыбалке в США, и когда вот мы на каналах искали рыбу, то вот несколько часов мы не могли найти рыбу. То есть вроде бы, казалось бы, много воды, а рыбы нет. И только вот под вечер нам удалось там поймать рыбу. Это вот была интересная рыба, которая называется ягуар. Она также клевала, правда, на X-ларву. Мы получили массу удовольствия, но для того, чтобы ее поймать, нам пришлось в поисках провести целый день. Сейчас было как бы все по классике. Пирс, недалеко от пирса, небольшой тычок, приманка, которая, понятно, рыбе всего мира.
Вот. Первый судачок у нас в арсенале. Для береговой рыбалки это неплохая рыбка. Ну и в принципе, как бы это первая рыбка в моем арсенале в этом городе. Поэтому продолжаем с удовольствием нашу рыбалку. Здесь вот, ну, пожалуй, я никого не обману, если скажу, что каждую минуту с одного берега на другой переправляются небольшие паромы. И сказать, что здесь много людей на велосипедах, это ничего не сказать. Их здесь не десятки, не сотни, их здесь тысячи. Я слышал, что в Амстердаме много людей ездит на велосипедах, но я даже приблизительно не мог предположить, что такое огромное количество. То есть людей, которые ходят пешком, гораздо меньше, чем людей на велосипедах. То есть, ну вот, это, ну, вот поражает, вот действительно поражает. В подобных местах всегда рыба любит держаться возле каких-то укрытий, возле каких-то мест, где можно спрятаться. Поэтому нужно стараться бросать под колонны, там, под причалы. И там самая высокая вероятность, что может быть рыба. Поклевка. Только что была поклевка. Только что прям под причальчиком была поклевочка. Забрасывать немножечко неудобно, но рыбка держится именно там. В данной ловле есть небольшие особенности, которые я обратил внимание. Так как забросить под сам причал достаточно сложно, обычно мы, когда сбрасываем дужку, и грузик опускается по определенной дуге. В данном случае, если сделать таким образом, то грузик во время падения уйдет максимально далеко от причала. Поэтому после заброса нужно не закрывать дужку, а дать возможность грузику опуститься именно в том месте вертикально, куда вы забросили. То есть мы таким маятниковым забросом стараемся максимально близко бросить и держим, не закрываем дужку, опускаем приманку, именно чтобы она опустилась под самым причалом. И только после этого закрываем дужку и короткими шажочками начинаем проводку. Причем в данном случае, наверное, гораздо эффективнее будут пассивные приманки, которые можно вести совсем короткими ступеньками, тем самым удерживая максимально долго приманку рядом с причалом. При ловле с берега, я всегда об этом говорил, что первые забросы нужно делать у самых ног, потому что часто рыба стоит именно у самых ног, и делая забросы далеко, мы можем пропустить мимо подножную рыбу. А то, что касается ловли в подобных местах, там, где глубина идет сразу,
то это чуть ли не самая важная составляющая, потому что рыба может держаться там только здесь. Поэтому здесь, как и в классической береговой рыбалке, нужно проверить вот максимально близко под ногами ловлю. Вот, ну и потом какими-то не очень далекими забросами проверить дистанцию 15, 20, 25 метров. Сейчас я вот стою на таком как бы углу и в две стороны вдоль пирса могу проводить приманку. Причем это можно делать как бы с разных ракурсов. То есть сначала я стоял там и бросал сюда, сейчас я делаю наоборот. Очень часто, в зависимости от того, как подается приманка, это важно в первую очередь при ловле судака, ну, может совершенно разная реакция. С одной стороны он может не брать, а под другим ракурсом может брать. Ну, сейчас как бы мы продолжаем поиски и пытаемся разбить ту примету, которая рыба с первого заброса. А вот еще кто-то у нас клюнул, похоже на окунька. Нет, это еще один маленький судачок. Все как у нас. Судачок ни в одной стране мира мимо ларвы не пройдет. Вот ларва, вот судачок. Мелочь, но поймана. Судя по поклевкам, рыба очень пассивная, потому что вот такие вот еле-еле идет поклевочка, поэтому вот проводку приходится делать, ну, такую, скажем так, очень медленную. Что такое очень медленная проводка? То есть короткая ступенька, там, секунду-полторы даем полежать, и опять очень короткая ступенька, без вот резких таких подбрасываний. Ну, попробуем поймать еще одну рыбу. Эта рыбка клюнула немножечко дальше от пирса, где-то метрах в 5. То есть я вот пробрасывал, ну, вплотную, можно сказать, от стенки пирса. Поклевок не было, и поэтому я начал верным забросом пробрасывать, ну, как бы на фарватер, делая забросы, ну, недалекие, буквально там метров 20-25. И вот на одном из забросов в 5 метрах, в принципе, так же, как и первый судачок, клюнул второй. Вот насколько я, вернее, как бы я не любил рыбалку, но когда ты находишься на реке в Амстердаме, здесь вот такое движение, каждые несколько секунд проплывает какое-то плавсредство, одно не похожее на другое. Ты этим любуешься, вот направо, налево, вокруг вот классные катера, классные лодки, и не успеваешь даже сосредоточиться на рыбалке. И поэтому, когда происходит поклевочка, ты такой подсекнул, достаешь побыстрее рыбку и продолжаешь дальше смотреть по сторонам. Попробуем вот такую. Сейчас удалось поймать двух небольших судачков на ларву 2,5 дюйма в 5 цвете. И я решил попробовать обловить X-ларву. Судак очень любит эту приманку. Я ее поставил во 2 цвете, так как сейчас пасмурно. 2 цвет — это такая темная приманка, без блесток. На мой взгляд, в пасмурную погоду этот цвет работает лучше других. Вес я также буду использовать 10 грамм. 10 грамм изначально я поставил здесь наугад, но это оказался очень комфортный вес. Поэтому продолжим ловлю на этот вес, но уже с другой приманкой.
вот сразу с первого заброса и отозвался еще один судачок, но уже на X-ларву. И видите, вот, ух ты, прямо в глаз. Эх. Этого малыша мы быстренько отпустим. И я вам расскажу, как я его поймал. Вот то, что я говорил, в темное время суток хорошо работают именно вот такие темные цвета, которые не имеют блестки. Это не означает, что только на такие цвета клюют. Но вот по моим наблюдениям, они часто выстреливают лучше ярких цветов. Хотя у многих есть теория, что когда пасмурно, надо ловить на яркое. Ну и наоборот, когда яркое солнце, надо ловить на темное. Я ловлю от обратного. Конечно же, мне, как и рыболову, очень приятно, когда, имея какой-то опыт, начинаешь его использовать в новом месте, особенно в новой стране, абсолютно на новой реке, и начинает получаться, это вдвойне приятно. Когда-то очень давно, когда моя практика была ограничена только ловлей, в моем городе, в моей стране, я всегда слышал разные истории, что где-то там, в какой-то стране, в каком-то месте рыбы там больше, чем воды. То ли мне так не везет, то ли действительно это все выдумки. Но на сегодняшний день мне уже удалось побывать во многих странах, на разных водоемах. И вот такой рыбалки, что куда ни кинь, и ты будешь с рыбой, вот лично я никогда не встречал. Когда-то очень-очень давно я был на Кольском полуострове, о котором рассказывали, что поймать семгу там вообще это там проще простого. Сначала я думал, нам не повезло, нам на группу удавалось ловить там 1-2 рыбы в день. Потом, когда я поехал, там, допустим, в Соединенные Штаты, тоже рассказывали, что рыбы там больше, чем воды. Но вот в каждом месте, где бы я ни был, рыбу приходится уговаривать. И вот эти рассказы, что где-то там она клюется у всех и на все, я считаю, что таких мест либо мне не попадалось, либо их не бывает. К чему я это все говорю? Где бы вы ни были, надо обладать какими-то минимальными знаниями, минимальным опытом. Многие вещи, многие техники похожи, хотя бывает и кардинально наоборот. Допустим, как в той же Америке, нельзя спешить с подсечкой. Вот это там самое основное. Там идет немножечко другая презентация приманки. То есть бывают, конечно, изменения, но наш классический джиг, микроджиг, вот он, пожалуй, самый универсальный на любом водоеме мира. Ну а то, что говорить о приманках, ларва самая популярная приманка и самая универсальная на любой точке земного шара. Ах, сошел! Хороший сошел, хороший. И так дал хорошо. Все-таки X-ларва во втором цвете уговаривает любого судака. Так, я уже был в предвкушении достать его из воды, похвастаться. По ощущениям такой наверное, грамм 800, потому что так катушка очень тяжело шла. Приятно, конечно, приятно, когда ты ловишь рыбу в новом месте, на свои приманки, рыба на них реагирует. Завтра выставка, пойдем на выставки с открытыми глазами и с чистым сердцем, будем рассказывать, что мы тут у вас
вот именно на эти приманки ловили рыбу. Будет видео. При ловле судака и окуня, ну вот при ловле с берега, если мы не ловим целенаправленно щуку, я всегда использую поводок из флюорокарбонового поводка. Он должен быть, на мой взгляд, не менее 30 сантиметров, а в идеале от 50 сантиметров до 1 метра. Преимущество флюорокарбонового поводка в первую очередь это защитить шнур от абразива, потому что когда мы ловим с берега, как правило, шнур тонкий, и если вот есть там ракушка, камни, он очень легко срезается. Ну и, конечно же, он придает определенную невидимость, особенно, ну, это касается прозрачной воды. Поэтому, где бы вы ни были, при ловле с берега нужно использовать флюорокарбоновый поводок. Кроме тех случаев, когда вы целенаправленно ловите щуку, именно целенаправленно. Если она в прилове, ничего страшного, она не всегда срезает, тут уже больше зависит от удачи. Ну а защитить шнур и увеличить количество поклевок, потому что все равно поклевок с флюорокарбоновым поводком гораздо больше, это как бы лишним не будет. Если вдруг так складывается, что вы едете в незнакомое для себя место и нужно выбрать ну, какую-то одну снасть, потому что ну, едете вы куда-то на отпуск или в гости к друзьям, и если есть возможность порыбачить, я, конечно же, поклевочка! Я, конечно же, вам советовал бы брать легкое удилище, либо микроджиговое, либо лайтовое. То есть это удилище до 7, до 10, ну максимум до 15 грамм. Потому что именно благодаря вот легким удилищам, вот в моем случае это удилище с тестом 2.12, можно быстро нащупать прибрежную рыбу, получить поклевку, ну и тем самым получить удовольствие. Тяжелая удочка, конечно, может справиться с рыбой любого размера. Ну, не всегда, не везде эта крупная рыба есть в прибрежной зоне. А вот некрупная рыба, такая, допустим, как сейчас, она, ну, как правило, держится всегда у берега. Ну, и чтобы ее поймать, нужна именно легкая удочка, с которой комфортно ловить такими весами, как там 5-10 грамм максимум. Так, ну что, друзья, пару рыб мы поймали на ларву. На X-ларву поймали одну рыбу, было 2 схода. Попробуем предложить что-то еще. Сейчас я посмотрю, что у нас есть. И... Ага, вот у нас еще есть X-ларва в 8 цвете. Я ее, конечно, больше люблю ставить в солнечную погоду. Но 8 цвет, ну, это, наверное, лидер по продажам. То есть его любят, ну, наверное, во всех странах мира, в том числе как бы и в странах СНГ. Давайте проверим, полюбит ли его судак в Амстердаме. Сейчас мы его также оснастим двойничком. Сейчас я вот здесь проверил, зацепов особо нет, поэтому можно поставить двойник такого большего размера. Мы поставим, наверное, 4. Вот, и поставим тот же груз, на который мы ловили. Значит, оснащение двойником я уже показывал в специальных выпусках. Ну, на всякий случай, кто не видел, покажу еще раз. То есть мы прикладываем двойник и смотрим, ну, как он должен здесь выглядеть. Потом вот в этом месте, где у нас крючок, мы его вот справа налево вот таким образом прокалываем. Прокололи, раздвигаем вот так руками. И заводим ушко вот сюда вовнутрь. И потом этим ушком в раздвинутом состоянии, вот не спеша, плавно проталкиваем
и выводим его в голове. И таким образом у нас вот получается вот так красиво оснащенная оснастка. Сейчас я посмотрю. Ага, у меня вот здесь есть вольфрамовый грузик. И я, пожалуй, попробую половить на вольфрам. Чем хорош вольфрам? Вольфрам хорош тем, что он при одинаковом весе со свинцом имеет меньший размер и за счет этого дальше летит. Но в данном случае это не преимущество. И вольфрам хорош тем, что он издает определенный стук, звук о камне, о ракушку. И есть такая теория, что этот звук и стук дополнительно привлекает хищника. Он имеет один минус – это высокую цену. Но здесь уже по пирсу я прошелся 2 раза, явных зацепов нет, поэтому попробую половить вот на вольфрамовый груз, на 8 цвет, ну и посмотрим, даст это какой-то результат или нет. Вольфрамовый груз чем хорош, он более информативный, потому что вот своим стуком он быстрее и четче свинцового передает вам информацию, где жесткое дно. А при ловле окуня и судака это очень важно, потому что вот именно на таких звонких площадках любит держаться и окунь, и судак. Здесь нам не удалось поймать окуня. Мне кажется, он вообще есть в принципе как бы везде. Но здесь пока у нас клюют только судачки. Я не могу сказать, что я этим расстроен, потому что судака всегда поймать как бы сложнее. Но если бы у нас в прилове оказался еще полосатый разбойник, тоже было бы очень неплохо. Вот сработал наш 8 цвет. Опять судачок. Но уже на 8 цвет. Вот и X ларва в 8 цвете отработала. Я, честно говоря, уже как бы так немножко обнаглел и немножко удивлен, почему только мелкий попадается. То есть сначала рыболов хочет получить поклевку, а потом, естественно, хочет поймать рыбу покрупнее. Здесь, учитывая, что постоянно проплывают корабли с людьми, то мы здесь как в театре на представлении. То есть на нас смотрят, люди машут руками. Еще один. Этот вроде бы как покрупнее, борется до последнего. Где ты? Крупнее не намного, но крупнее. Ой, это вот так и поднять сложновато, честно говоря. Не знаю, надо ли крупнее, потому что я не представляю, как его доставать. Вот наша ларвочка. Вот судак. Так, ну что, дружок, спасибо тебе за удовольствие. Мы тебя отпустим. Вот у нас уже
второй судачок взял на X-ларву в 8 цвете. Все-таки недаром этот цвет самый популярный. Здесь он сейчас тоже популярный. Ну, отличается он от других сегодня тем, что на него вот как-то быстрее и более жадно шли поклевки. Ну, продолжим на него ловлю, посмотрим. Возможно, как и другие, мы его поменяем после 2 рыб. Но пока качество поклевок было такое, что ну, есть надежды, что вот именно на него мы продолжим рыбалку. Конечно же, те, кто хоть раз ловил судака, больше это занятие навряд ли бросят, потому что судак, как мы все знаем, очень хорош в поклевке. И вот когда он пребывает в хорошем настроении, эти поклевки, они как выстрелы в сердце. Особенно это часто касается вот некрупных судачков. Вот такие у них злые, звонкие поклевки. Сначала у нас поклевки были, ну скажем так себе, но последний уже клюнул достаточно неплохо. Ну и я надеюсь, что если мы сейчас попали в приманку, ну вернее в цвет, то поклевки будут вот такие, ну более энергичные. Немного хочу рассказать о правилах ловли в Нидерландах. Значит, рыболовная лицензия, ну, где-то полиция. Рыболовная лицензия, независимо от того, собрались вы ловить один день или хотите ловить в течение всего года, стоит 55 евро. Эта лицензия позволяет вам в течение года ловить практически везде в Нидерландах. Единственное, что речь идет о спортивной ловле, ловле на один крючок, на одну приманку. Вот. Поэтому здесь люди все законопослушные. Я не думаю, что нас будет кто-то проверять, но в любой европейской стране достаточно высокие штрафы. Я думаю, не стоит рисковать. Лучше один раз заплатить и спокойно рыбачить. Да, цена для нас высокая, непривычная. Здесь такие цены. Поэтому нужно принимать законы той страны, в которой вы находитесь. А вот еще один прямо вместе. Это даже похоже на окуня, друзья. По повадкам очень похоже на окуня. Очень сильный. Нет, это хороший судачок. Это просто судак прямо в шахту. Оба. То, о чем я говорю всегда, когда нравится приманка, рыба берет ее очень глубоко, бескомпромиссно. Сейчас попробуем. Вот наш 8-й цвет, вот наш судак. Отходил корабль, не боится ничего. Клыкастик.
Скажу честно, дорогие друзья, такой рыбалки в моей практике еще не было. Постоянно я только успеваю убегать от всяких плавсредств, потому что ну, вот каждую минуту здесь вот подряд несколько стоит как бы причалов, которые перевозят с одного берега на другой пассажиров. И вот каждый раз приходится к какому-то свободному причалу подходить и ловить. Ну и самое интересное, что рыба не боится этого шума. Ну, чего ей бояться? Она к нему привыкла, ее здесь ничего не пугает, для нее это обычная среда. Но так вот, можно сказать, в толпе людей приходится ловить. Ну и удалось мне здесь заработать хороших поклевок, поймать неплохого судачка. Вот только что опять была поклевочка. То есть рыбка есть. Рыбка есть, ее можно уговаривать, можно ловить. Ну и в таком достаточно шумном, интересном месте. Вот так между кораблями приходится ловить. Один отходит, второй подходит. Движение, конечно, здесь сумасшедшее, просто сумасшедшее. Одни люди уезжают, другие приезжают. Сейчас нам удалось поймать несколько хороших судаков. И вот последний судак был уже такой вот на грани того, что я мог поломать удилище. Здесь везде далеко от воды. У меня, к сожалению, нет подсачека с собой. Поэтому я сейчас основное свое удилище, которым я ловил, поменяю на более мощное. Для ловли рыбы это удилище, оно может немножечко грубоватое, но им во всяком случае больше шансов поднять более крупную рыбу.
если с утра я ловил на удочку с тестом 2.12, то сейчас я перейду на удочку с тестом 4.18. Здесь чуть толще нитка. Я думаю, ну, это никак отрицательно не скажется, потому что вся рыба клюет недалеко, максимум 10-15 метров, а запас прочности не помешает, потому что я очень надеюсь поймать судака покрупнее. Так, ну что, друзья, сначала мы прошли, скажем так, у нас была вот тренировка, прошли определенный кусок набережной, отметили для себя места, где были поклевки, где была поймана рыба. И по прошествию этой небольшой тренировки я вот определил, что снасть должна быть помощнее для того, чтобы была возможность поднять рыбу. Сейчас вот основной моей снастью будет X-Larva в 8 цвете. Так как вышло солнышко, я поставил вот граненый груз, чтобы он дополнительно привлекал судака. И сейчас мы уже пойдем, ну если можно так сказать, по проверенным точкам. Ну и я надеюсь, уже будем более точно, целенаправленно ловить рыбу, ну не делая лишних забросов. Ну как не делая? Конечно же, я буду бросать в те места, в которых я не ловил, но это уже будет на том отрезке, на котором, ну, который был, ну, самый результативный. Но сейчас вперед за судаком из Амстердама. А вот у нас еще одна рыбка. Я почти уверен, что это окунек. Да, это окунь. Это первый окунь Амстердама. Прям в ногах, перед переходом парома. Где наше солнышко? Ну что, помимо судаков есть у нас и окунь. Окуня мы тоже отпустим. Okay. It's not nice. It doesn't like it. Imagine how you would feel if someone just take you from the sky and then just throw you back. It's not nice. No, it's not nice, huh? I don't think the fish like. Do you think it likes it? Только что нам удалось поймать первого окуня. Сработала опять же X-Larva. И вот был такой примечательный случай. Мы прекратили съемку, подошла девушка и говорит: я считаю, что рыбе очень не нравится то, что вы ее ловите на крючок. То есть, ну вот просто подошла, выразила свою позицию, что она против рыбалки. Это не запрещено, ну вот они считают, что таким образом можно выражать свою позицию. Может, она из какой-то партии зеленых, неизвестно. Ну, мне было даже немножечко неловко. Ну, мы рыбу отпускаем. Я думаю, рыба ровно через 1-2 минуты забывает, что она была поймана. Вот, ну, тем не менее, такой случай был. Вот еще одна рыбка у нас. И это уже у нас судачок. Это у нас судачок. Судачок на X-Larva. Здесь вот есть
3-4 места, куда постоянно причаливают паромы. И мы только вот успеваем между ними бегать, потому что, ну, я не знаю, ну, наверное, раз в 3-4 минуты каждому из этих мест по очереди причаливают паромы. И несмотря на вот этот вот шум, вот эти круговороты, рыбка достаточно активно клюет. Ну, она к этому привыкла. И я думаю, что вот эти водовороты, они поднимают разного характера пищу, корм. Ну и рыба этого только и ждет. Ну, а мы ждем поклевку рыбы, потому что рыба нам приносит удовольствие. Я вам скажу, что после 2 часов ловли рыбы я уже начал себя здесь чувствовать как дома. Очень приятно, куча людей, клюет рыбка, вышло солнышко. Настроение, ну, просто волшебное. Причем здесь идет сразу глубина, так как здесь причаливает паром. И не нужно делать далекие забросы. Вот я вижу, ну вот буквально через несколько секунд к нам подойдет паром. Ну и пока он идет, я, пожалуй, успею сделать еще одну проводку. Забросы здесь недалекие, поэтому хочется успеть поймать до прихода. Итак, друзья, знакомство с рекой Амстел и с городом Амстердам состоялось. Честно говоря, я не ожидал такого положительного результата. Была поймана рыба с первого заброса и были определенные сомнения. Такого количества, пусть не крупного судака, при береговой рыбалке у меня уже давно не было. То есть сначала были осторожные поклевки, потом более смелые. Куча людей, куча велосипедов, куча зрителей, куча кораблей, классная погода, куча позитива. Ну вот, максимальное количество положительной энергии я сегодня получил. Сегодня я ловил удилищем с тестом 2.12, потом перешел на более мощное 4.18 для того, чтобы была возможность поднимать рыбу, потому что к концу рыбалки вот как-то рыбка была крупнее, даже окунь был пойман. И вот я чувствовал, что ну, вот был момент, удилище можно было поломать. Поэтому я перешел на более мощную удочку, поймал ей пару рыб. К большому сожалению, сейчас пора ехать домой. Это была моя первая рыбалка в Амстердаме. Я обязательно выйду, может быть, сегодня после обеда, может, завтра после выставки. Очень понравилась река. Поеду, скорее всего, в какое-то другое место, потому что этот город я не видел. Он красив на суше, на воде. Вот прямо сейчас вот плывет огромный парусный корабль. Ну, ощущения классные. Ну а с вами был Юрий Петраш. Привет из Амстердама и до встречи на следующих рыбалках. Рыбалка с Юрием Петрашем.